Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня я хочу показать, как сделать вот такой бантик. Бантик на заколке автомат, очень легко делать его именно работа, максимум его можно сделать за минут 7. И если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для сегодняшней работы я буду использовать бархатную ленту. Она у меня такая плотная, с пропиткой. Вот она практически не растягивается, тонкая, но идеально держит форму. Она у меня 65 миллиметров шириной. Буду использовать вот такой автомат. Автомат у меня получается 8 сантиметров. Мне понадобятся нитки, скотч и, конечно, горячий клей. И, как я уже говорила, лента у меня 65 миллиметров или 6,5 сантиметров. И мне понадобятся отрезки 24 сантиметра, 27 сантиметров и 35 сантиметров. И скотч. У меня это 5 миллиметров, можно использовать 1 сантиметр. На всех отрезках ленты нам надо отметить середину. Я вот так подгибаю на две части и отмечаю середину. И очень хорошо все видно. Складываю края вот таким образом и просто пальчиками придавливаю, и середина отпечатывается. Все три отрезка. И все ленты я складываю вот таким образом, чтобы совместить вот эту среднюю линию. Теперь я беру скотч и подклеиваю полностью вот так на все три ленты посередине скотч. И лишнее отрезаю. И теперь разъединяю все ленты, чтобы они были по отдельности. Можно приклеивать каждый отдельный отрезок, но так получается намного быстрее. Теперь я с каждой ленты снимаю защитный слой и укладываю вот таким образом посередине, подклеиваю на скотч каждый край. И проделываю это со всеми лентами. Пытаемся закрепить все вот так, чтобы все ровненько у нас было. Одна лента, вторая лента. Этот бантик, если все материалы подготовлены, можно сделать максимум за 7 минут. Это просто у меня, я вам объясняю, поэтому уйдет больше времени. И также поступаем с третьей лентой. У меня 3 отрезка, и беру отрезок, который самый большой. И мне надо сделать 4 складочки. Можно сшивать, но я сейчас делаю по-быстрому. Вот так 1, 2, 3, 4. И у меня получается вот так. Беру нитку и посередине обвязываю несколько раз. И сделаю закрепку. Один, так, и второй. И получается вот такой красивый бантик. Ниточки я отрезаю, тут уже ничего не распустится. И откладываю его пока в сторону. Теперь я беру следующие 2 отрезка. Так, подготовлю сразу нитку. Здесь у меня один отрезок побольше, другой поменьше. Вот этот, который поменьше, я вот так накладываю наверх, примерно посередине нижней ленты. Также слежу, чтобы у меня края вот здесь были одинаковые, 5 миллиметров. И мне также надо сделать вот таких вот 4 как бы захвата. 1, 2, я прям пальчиками, 3 и 4. Вот я собрала. И теперь также беру нитку и все закрепляю. 5-6 вот так, 5-6 оборотов и делаю узелки. И также лишнее отрезаю. Включила пистолет, нагревается, и пока нагревается, покажу, как разобрать пистолет, чтобы его закрепить.
Мы его открываем и снимаем вот эту вот середину. И как закреплять пистолет. Пистолет закреплять, вот у меня если правая рука, как бы обычно закрепляю его наоборот, потому что когда человек крепит, то он бы как берет и именно вот сзади правой рукой, хотя если левша, то левой рукой. Но я в основном закрепляю именно вот так вот. Закрываться будет, ну, вот здесь. Хотя, по идее, кто делает, я смотрю на ютубе, почему-то закрепляют вот так. Но левой рукой не совсем удобно как бы на себя крепить. Правой намного удобнее. И теперь вот эту часть бантика нам надо закрепить вот сюда снизу. Я беру, вот так подгибаю. И вот сюда мне надо подклеить. Я беру клей, наношу. И вот так ровненько, чтобы не было выше, ниже, именно на одном расстоянии дам закрепиться. Теперь переворачиваю на изнаночную сторону, наношу клей и тонкой лентой подклею один оборот для начала. Даю закрепиться. Здесь все так же подклеиваю аккуратненько, затягиваю. И теперь я подклею, так, сейчас еще чуть-чуть, подклею сам автомат. Вот таким образом. Так, и как я уже говорила, вот так. Его можно пришить вот здесь за края, но я его подклею. Так, наверное, нанесу лучше. Хотя нет, вот сюда. Даю закрепиться. И сейчас еще второй раз по кругу также все подклею, чтобы подклеить сам автомат. Здесь уже много клея не наносим. Нам надо все закрепить, и в том числе и автомат. И все подклеиваю. Вот так у нас получается автомат надежно прикреплен. И даем закрепиться. И я беру эту же ленту и отрежу себе отрезок, ну, 7-8 сантиметров. Я вот так примеряю, беру ручку, просто отмеряю и отрезаю отрезок. Здесь кому чуть больше надо, кому чуть меньше. Все зависит от того, насколько вы вот здесь толстый. Вот у вас получился вот этот вот, это закрепление. И вот у меня мой отрезок. И так как лента широкая, то здесь я примерно 1,5 сантиметра отрежу. Иначе у меня просто получится слишком толстая серединка. Если вы декорируете просто стразами или затем приклеиваете брошку, пришиваете, то можно оставить вот такую тонкую перемычку, как бы ее все равно видно не будет. Но я хочу сделать вот такую вот перемычку, именно которая уходит на угол. И сейчас покажу, как это делать. Я беру этот отрезок и складываю вот такой гармошкой. Ой, извините, и подклеиваю. Даю закрепиться. И также я складываю вторую часть в этом же направлении. Вот так складываю гармошкой, на 3 части делю и подклеиваю. Даю закрепиться. И в итоге получается вот такая вот деталь. И когда мы ее натянем, вот получается такой перекос красивый. И теперь с изнаночной стороны подклеиваю. Наношу клей и одну часть подклеиваю, даю закрепиться.
Теперь вот эту деталь я натягиваю на лицевую сторону. И вот видите, она такой красивой гармошкой здесь складывается. Перетягиваю и вот сюда на заднюю часть натягиваю. Так, здесь я чуть-чуть подрежу, совсем чуть-чуть. Вот таким образом. И подклеиваю. Подклеиваю, вот здесь придерживаю пальчиком. И вот отсюда все вот это мы подклеиваем, чтобы закрепить вот здесь все. Вот таким образом. И натягиваю. Даю закрепиться. И теперь мы снова собираем назад пистолет. Подсовываю вот сюда под лицевую часть на одну или другую. Вот так натягиваю и опускаю вот сюда вниз. И заколку можно закрывать. И теперь мне надо выправить бантик. Я вот так немного по бокам заворачиваю края. Как я уже говорила, лента очень хорошо держит форму. И вот этот верхний бантик как бы накладываю вот на этот нижний. Вот таким образом. И распределяю, как мне нравятся все складочки. И вот такие бантики у меня получились. Очень симпатичные, удобные и легко делаются. Также можно украсить, как я уже говорила, любой брошкой или стразами. И еще раз напоминаю размеры. Ленты мне понадобится 6,5 сантиметров на 24, на 27 и на 35 сантиметров. Это для бантика, и для перетягивания 5 сантиметров на 8. Также одна штука. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Многие не знают, что я начинала именно с бантиков. И на моем канале очень много видео ранних, где есть бантики. Если вас интересует тема бантиков, пишите. Я обязательно сниму еще несколько уроков. Заказала новые ленты, поэтому обязательно поделюсь. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.